Что если я скажу тебе, что существует одно совершенно бесплатное средство, которое повышает энергию, раскрывает потенциал, улучшает работу мозга, повышает производительность, ускоряет метаболизм и многое другое. И это средство доступно каждому, кто хочет развиваться и готов приложить немного усилий для того, чтобы все это получить. И это средство называется метод Вима Хофа. Вим Хоф – это всемирно известный по кличке Ледяной Человек, обладатель 26 мировых рекордов, который поднялся на гору Килиманджаро в шортах, пробежал полумарафон над Северным полярным кругом босиком и провел в контейнере со льдом 112 минут. Человек, который перевернул сознание современной науки и доказал, что холод – это наш друг, и что с помощью его мы сможем быть здоровыми и сильными, без таблеток, уколов и операций. И мы сможем добиться этого всего лишь за несколько дней. И все, что нам понадобится, это наше тело, сознание и сила воли. Меня все еще зовут Жека, очень рад всех видеть на своем канале. Сегодня мы поговорим о ледяном человеке по имени Вим Хоф, а точнее о его методе, который я бы назвал панацеей от всех болезней. Ну что, вы готовы? Поехали! Метод Вима Хофа формировался около 40 лет и состоит из 3 основных частей. Первая часть – это воздействие холодом. Вторая часть – осознанное дыхание. И третья часть – это формирование образа мышления. Давай для начала поговорим о первой части, которая называется воздействие холодом. Теоретически холод в больших количествах может навредить нашему организму, но если получать охлаждение небольшими порциями, то мы можем запустить изменения в организме, которые сделают нас сильнее и здоровее. Научным языком этот процесс называется горметический стресс. И кратковременный регулярный стресс такого рода может даже привести к позитивным изменениям нашего ДНК. В нашем обществе принято, что холод это плохо и что мы можем простудиться. Но на самом деле холод это наш друг. На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти. И если каждое утро принимать холодный душ, то можно укрепить нашу сердечно-сосудистую систему, при этом получить заряд энергии и даже улучшить свои когнитивные способности. Конечно, при попадании холодной воды на кожу можно получить неприятные ощущения, но если мы преодолеем дискомфорт в первые 2-3 секунды, то после этого наше тело привыкнет. Когда мы принимаем холодный душ, то все мышцы нашей сердечно-сосудистой системы активизируются и начинают работать. И всего лишь после 10 дней регулярной практики твое сердцебиение замедлится, что снимет напряжение с сердечной мышцы и увеличит ее срок действия. Это приведет к тому, что ты будешь испытывать меньше стресс и тревогу, во время которых, как правило, у нас ускоряется сердцебиение и повышается уровень адреналина и кортизола в крови. А практика холодного душа повышает сопротивляемость к адреналину, и в нашем организме выделяются такие гормоны счастья, как дофамин и серотонин. Кроме этого, когда мы принимаем холодный душ, мы начинаем очень осознанно и глубоко дышать, что улучшает приток кислорода к таким глубоким участкам мозга, которые в обычной жизни никогда не задействованы. И это не только улучшает работу мозга, но еще и помогает найти свой смысл жизни. Давай теперь перейдем ко второй части метода Вима Хофа, которая называется осознанное дыхание. А знаете, как Вим Хоф в своей книге назвал главу, посвященную осознанному дыханию? «Дышите, сукины дети, с чувством юмора у этого человека все хорошо». А назвал он ее так потому, что большинство из нас неправильно дышим, вследствие чего мы получаем недостаточное количество кислорода, и это становится причиной развитию большинства болезней, а также низкого уровня энергии. Но если начать дышать, используя его метод, то можно повысить уровень кислорода в крови на целых 50%, что в свою очередь может предотвратить раковые заболевания, депрессию, артрит, астму и даже биполярное расстройство личности.
которые вызваны неконтролируемыми воспалительными процессами в организме. И применяя простые дыхательные техники, мы способны подавить эти воспаления и предотвратить развитие этих болезней. Доктора скептически относились к этому методу лечения таких сложных заболеваний, но после проведения многочисленных научных исследований была доказана эффективность этой техники. После всех стрессовых ситуаций на работе или в личной жизни в нашем организме остаются биохимические отходы, которые впоследствии являются причиной этих воспалительных процессов. Но после выполнения дыхательной техники Вима Хофа мы очищаем свою кровь от этих биохимических отходов и тем самым исключаем первоначальную причину многих заболеваний. Во-первых, нужно найти безопасное место, например, кровать или диван. При этом технику можно выполнять лежа или сидя. Ни в коем случае не выполняйте эту технику за рулем или в ванной, потому что в самом начале практики возможны головокружения. На втором шаге закройте глаза и сделайте от 30 до 40 медленных и глубоких вдохов. И выдыхайте тоже медленно и свободно, без спешки. Третий шаг. На последнем вдохе максимально наполните легкие воздухом и спокойно выдыхая, после того, как воздух полностью выйдет из легких, задержите дыхание столько, сколько сможете. И на четвертом шаге, когда ты почувствуешь, что хочешь вдохнуть, сделай полный глубокий вдох, задержи дыхание на 15-20 секунд и после этого полностью расслабься. На пятом шаге повтори такой же цикл дыханий еще 3 или 4 раза. Всего эта техника занимает около 20-25 минут. И после ее выполнения ты будешь себя чувствовать более энергичнее и осознаннее. Третья часть метода Вима Хофа – это формирование образа мышления. И первый компонент этого образа мышления – это взять на себя обязательства. Тут имеется в виду, нужно преодолеть свое эго и начать принимать холодный душ и дыхательную практику. Все мы каждый день принимаем душ. Почему бы не попробовать на протяжении 10 дней не принимать холодный душ вместо горячего? Режим нашего мозга по умолчанию – это режим выживания, поэтому он будет всячески сопротивляться холоду. Но если ты примешь холодный душ, то твои самые глубокие участки мозга будут активизированы, что делает нас не только счастливыми и здоровыми, но и наполнит нас ощущением смысла и приключений. В этот момент оживает наша душа. Второй компонент формирования образа мышления – это уверенность. В контексте этой техники уверенность – это крепкое убеждение в том, что в каждом из нас есть сила, которая нам дана от природы. И чтобы получить максимальную пользу от этого метода, тебе нужно обрести полную уверенность в том, что эти упражнения смогут тебе раскрыть эту силу. Кроме этого, нужно иметь уверенность в том, что у каждого человека есть своя уникальная миссия. И эти упражнения помогут осознать, зачем мы появились на свет. Следующий компонент образа мышления – это оптимизм. Очень много научных исследований показывают, что чем выше у человека оптимизм, тем крепче его иммунитет. И статистика показывает, что оптимисты живут дольше, они более счастливые и у них намного крепче отношения. И завершающий компонент образа мышления Вима Хофа – это любовь. Любовь – это самая мощная движущая сила в жизни. Поэтому нужно быть влюбленным в жизнь, в каждый день и во все, что происходит вокруг нас. Неважно, это плохое или хорошее. Потому что любовь – это язык нашей души, который обладает бесконечным потенциалом. И только с помощью нее мы сможем стать теми, кем мы на самом деле являемся. Лично я принимаю холодный душ каждый день, начиная с ноября 2020 года. А летом из-за того, что вода в кране была теплая, я обливался водой из холодильника. И за этот год я ни разу не болел, мой уровень энергии повысился, мое сознание стало чище и кожа стала более подтянутой. И знаешь, что я заметил? Что каждый раз, когда я иду принимать холодный душ, мне мозг говорит: да ладно тебе, прими горячий душ, зачем тебе этот дискомфорт? И каждый раз, несмотря на этот голос, я обливался холодной водой, получал этот стресс и после этого чувствовал себя просто прекрасно. Потому что когда ты это делаешь первые полчаса после пробуждения, ты закаляешь не только свое тело, но и свою силу воли. И если ты выйдешь победителем в этой схватке и примешь этот холодный душ, то любые другие испытания, с которыми ты встретишься на протяжении дня, будут даваться тебе намного проще. Что касается осознанного дыхания, то я начал его практиковать всего несколько дней назад. И первое, что я заметил, у меня повысился фокус внимания.
внимание. Пока все, что могу сказать. На самом деле, каждый из нас способен на невероятные вещи. И для того, чтобы их раскрыть, нам нужно начать как можно чаще выходить из зоны комфорта. Поэтому принимайте холодный душ, дышите глубже, становитесь здоровее и счастливее. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока. Которые вызваны неконтролируемыми воспалительными процессами в организме. Неконтролируемыми, еле выговорил. И каждый раз, несмотря на этот голос, я принимал холодный душ, получал этот стресс, и после этого